Кто такие амиши? Как амиши сохраняют запасы на века без технологий? Это просто невероятно. В некоторых американских штатах живут уникальные люди, которые нашли способы сохранять традиции и запасы без использования современных технологий. Они предпочитают передвигаться на конных повозках вместо автомобилей, выращивают свои продукты на огородах, не посещая супермаркеты, и отказываются от множества благ цивилизации. Эти люди – потомки европейских мигрантов, придерживающиеся специфических религиозных учений и следуют строгим жизненным принципам. История амишей началась с их предков, которые прибыли в США в 18-19 веках. Эти люди были сторонниками одной из ветвей христианства, возникшей в Швейцарии в конце 17 века и окончательно оформленной под руководством Якоба Амона. Основное отличие этого течения заключается в том, что крещение в нем происходит во взрослом возрасте, когда человек сознательно принимает решение стать верующим. Поскольку они испытывали преследование со стороны духовенства в Европе, многие из них эмигрировали в Америку, где в поисках свободы вероисповедания осели на новых землях. В США и Канаде оказалось множество амишей, но далеко не все из них сохранили верность старинным традициям. Кто-то был соблазнен современным образом жизни, но многие считают себя амишами, несмотря на адаптацию к новой реальности. Однако среди них есть и такие, кто продолжает следовать традициям своих предков. Это амиши старого обряда, представляющие собой наиболее строгую и консервативную группу. Как живут амиши? Современные меннониты в США по-прежнему живут в изолированных общинах, строго следуя своим традициям и законам. Большая часть их повседневной жизни регулируется орднунгом, системой правил и ограничений, разработанных для поддержания религиозных принципов и сохранения традиционного образа жизни. В их поселениях невозможно встретить современные удобства, такие как мобильные телефоны, телевизоры или автомобили, поскольку их использование запрещено. Они избегают медицинского страхования и не получают финансовую помощь от государства. Они предпочитают шить одежду сами или заказывать ее у соседей, не прибегая к покупке в магазинах. Женщины носят длинные платья и головные уборы в виде чепчиков, а у мужчин принято носить бороды. Жизнь амишей организована на принципах натурального хозяйства. С самого детства каждый член семьи учится ухаживать за животными и работать в огороде. Браки заключаются исключительно между амишами, и в таких семьях, как правило, растет много детей, в среднем 6-7. Интересным обычаем среди амишей является так называемый румспринг. Когда молодежь достигает возраста 15-17 лет, она получает возможность пожить некоторое время в большом городе, чтобы увидеть внешний мир и сделать осознанный выбор. Этот период представляет собой своего рода время свободы, когда молодые амиши могут испытать те вещи, которые запрещены для взрослых в их общине. В этот момент они могут выбирать свой путь, и этот выбор должен быть самостоятельным, а не навязанным. Обычно лишь небольшая часть молодежи решается остаться в современной цивилизации, в то время как большинство возвращается в свою общину, проходит обряд крещения и официально становятся полноправными членами амишей. Это действительно поразительно. На протяжении своего существования в новом свете между ними время от времени возникали религиозные разногласия, в результате которых отдельные общины стали следовать своим собственным правилам жизни. Некоторые из них ведут менее строгий образ жизни, приближенный к современному, несмотря на желание сохранять традиции. В некоторых общинах приветствуется посещение туристов, которые могут не только познакомиться с уникальным образом жизни этих людей, но и приобрести изделия ручной работы, такие как предметы интерьера. Женщины особенно увлекаются лоскутным рукоделием, и их пледы с характерными орнаментами пользуются большим спросом. Жизнь без современных технологий. В разных поселениях амишей на территории Северной Америки степень принятия современных технологий значительно различается. В самых консервативных общинах запрещено использование холодильников, ванн в домах, сенных прессов и доильных установок. В менее строгих поселениях можно встретить кухни и ванные комнаты, оснащенные современными приборами, синтетические отделочные материалы, а также холодильники и плиты, работающие на природном газе. Даже среди амишей старого обряда в некоторых округах может быть разрешено использование солнечных батарей и тепловых солнечных панелей. Некоторые прогрессивные амишские фермеры также применяют кормовые добавки, минеральные удобрения, инсектициды и используют искусственное осеменение скота. Тем не менее, телевизоры и видеокамеры остаются под строгим запретом во всех общинах. Их жизнь отличается простотой. Дома, обычно выкрашенные в светлые тона, имеют просторные комнаты, скромно и по минимуму обставленные. Поскольку они не используют электричество, освещение в домах осуществляется с помощью газовых ламп, а самые строгие последователи религии предпочитают керосиновые лампы.
С древних времен они использовали хитроумные способы сохранения пищи, которые были разработаны задолго до появления современных холодильников. Продукты они хранят в так называемых холодильных комнатах, где, например, бидоны с молоком помещаются в вырытые ямы, заполненные ледяной водой. Лед, добытый из местных прудов и ручьев, используется в качестве своего рода морозильной камеры в подвалах амишей. В редких случаях продукты могут быть перенесены в арендованный морозильный шкаф в городском районе. Вообще же основным местом хранения продуктов в доме является погреб. Погреб. Этот метод хранения продуктов проверен временем. Погреба позволяют сохранять продукты в оптимальных условиях на протяжении долгого времени, регулируя влажность, температуру и уровень освещенности. Они широко используются для хранения фруктов и овощей в зимний период, так как подземные помещения помогают избежать гниения и сохраняют еду безопасной для употребления. Современные погреба амишей можно считать аналогами холодильников, которым не нужно электричество. Главное — обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы воздух свободно циркулировал и защищал продукты от быстрой порчи. Не обязательно использовать старомодные подвалы или отдельные здания с земляным полом для создания погреба. Для городских жителей, например, в квартире или кондоминиуме, существует несколько альтернативных способов хранения продуктов. Прохладный подвал или чердак вполне могут заменить традиционный погреб. Также можно хранить картофель, лук, кабачки, яблоки и другие продукты, подходящие для хранения, закапывая их в землю в саду и тщательно мульчируя сверху. Хранение продуктов в песке. Метод хранения корнеплодов и фруктов в песке, например, яблок, используется уже многие века. Песок способствует предотвращению появления излишней влаги, которая может привести к разложению продуктов, помогает поддерживать необходимую влажность и продлевает срок хранения. Существует несколько способов хранения продуктов в песке. Например, можно использовать ведро, заполнив его несколькими дюймами мелкого песка. На этот слой укладываются корнеплоды, такие как морковь, брюква, репа и свекла, а также твердые фрукты, например, груши и яблоки. После этого продукты пересыпаются песком так, чтобы оставалось пространство для циркуляции воздуха между ними. При этом важно помнить, что овощи, предназначенные для хранения в песке, не следует мыть. Это ускоряет их разложение. Кроме того, можно использовать деревянные ящики или картонные коробки для хранения продуктов в песке. Такой метод подходит для использования в прохладных помещениях, таких как подвал, сарай, кладовка или погреб, а также в отапливаемом гараже при условии, что температура в нем не падает ниже точки замерзания. Так как амиши занимаются натуральным хозяйством, то, естественно, часть урожая необходимо сначала переработать, чтобы он не испортился, а затем отправить в место хранения. Эти способы позволяют сохранять еду свежей, ароматной и безопасной для употребления даже в самые холодные зимние месяцы. Они основываются на старинных традициях и являются не только эффективными, но и весьма вкусными. Консервирование является важной частью жизни амишей, так как это один из самых простых способов сохранить урожай. Например, излишки огурцов или клубники консервируют в банках и хранят в прохладных подвалах. Таким образом, зимой они могут наслаждаться свежими овощами и фруктами, не теряя ничего из того, что было выращено летом. Я собрал самые основные способы переработки продуктов, которые они используют. Консервирование. Это один из самых популярных и универсальных методов сохранения пищи. Процесс включает в себя упаковывание продуктов в банки или консервные емкости, после чего они подвергаются термической обработке. Для продуктов с высоким содержанием кислоты применяется кипяток, а для тех, у которых кислотность ниже, обработка под давлением. Это необходимо для стерилизации продуктов, чтобы уничтожить любые оставшиеся микроорганизмы и увеличить срок хранения. Хотя первоначальные затраты на оборудование и банки для консервирования могут быть высокими, они оправдают себя долгим сроком службы. Чтобы снизить расходы, можно выбирать банки хорошего качества, которые будут служить гораздо дольше и не трескаться, в отличие от более дешевых вариантов. Также многоразовые крышки — более экономичное и практичное решение, поскольку они могут использоваться повторно, в отличие от одноразовых крышек, которые требуют постоянных затрат. Продукты, приготовленные таким способом, можно употреблять сразу. Например, если вы заготовили тушеную говядину, уже на следующий день после консервирования сможете наслаждаться сочным мясом, легко накалывая его на вилку. Засолка и маринование. Засоленные или маринованные продукты подвергаются ферментации или помещаются в кислый раствор, что минимизирует рост вредных бактерий и помогает продлить их срок хранения, даже после истечения срока годности. Засолка и маринование – это процессы, при которых продукты сохраняются в растворе с высокой кислотностью, достигаемой через естественное брожение или добавление уксуса. Высокий уровень кислотности препятствует развитию микроорганизмов. Для этого часто используются соль и уксус. Маринование с уксусом предотвращает брожение овощей, так как они на некоторое время погружаются в рассол.
Кислота, содержащаяся в уксусе, повышает кислотность овощей до такой степени, что микроорганизмы не могут существовать в этой среде. Метод засолки заключается в добавлении большого количества сухой соли к овощам, что заставляет их выделять сок, создавая рассол. Этот рассол покрывает продукты, что запускает процесс брожения. Во время ферментации натуральные бактерии, присутствующие в продуктах, преобразуют сахара в молочную кислоту, которая действует как природный консервант. Одним из преимуществ засолки и маринования является разнообразие продуктов, которые можно консервировать таким способом, включая мясо, овощи и фрукты. Джемы и варенье. Этот процесс включает приготовление фруктового сиропа или желеподобной массы из мякоти плодов. Сахар играет ключевую роль в сохранении фруктов, и его можно легко использовать для домашнего консервирования. Для того, чтобы сделать джем, первым шагом является тщательная очистка плодов, после чего их измельчают до получения густой консистенции. В случае, если в фруктах присутствуют волокна, их можно удалить при помощи фильтрации. Нагревание полученной смеси способствует снижению содержания влаги в плодах, а также уничтожает вредные бактерии. Для предотвращения их роста в продукт добавляют сахар и в качестве консерванта лимонную кислоту. Некоторые фрукты, такие как яблоки и сливы, содержат много пектина, который способствует образованию желеобразной текстуры. Если же вы готовите джем из фруктов с низким уровнем пектина, например, клубники или вишни, можно добавить плоды с высоким содержанием пектина, чтобы улучшить консистенцию. Процесс варки варенья пастеризует фрукты, концентрируя сахар и уменьшая активность воды. Это помогает значительно увеличить срок хранения продукта без необходимости использования мощных консервантов. Ферментация. Древний метод сохранения продуктов основан на природном процессе, в котором микроорганизмы, такие как дрожжи и бактерии, трансформируют сахара и крахмалы в кислоты или спирты. Этот процесс схож с консервированием, но не требует полного герметичного закрытия продуктов. Однако ферментация позволяет проникновение полезных микроорганизмов, при этом используется рассол с высокой кислотностью. Такой рассол способствует быстрому брожению и препятствует размножению вредных бактерий. Популярными продуктами для ферментации являются йогурт, квашеная капуста и сыр. Также этот метод можно применять для консервирования овощей и фруктов, что дает возможность использовать их в периоды нехватки свежих продуктов. Спирты и кислоты, образующиеся в процессе, действуют как естественные консерванты и придают продуктам особую кислинку и насыщенный вкус. Помимо этого, ферментация стимулирует рост пробиотических бактерий, которые положительно влияют на пищеварение, укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье сердца. Таким образом, этот процесс не только увеличивает срок хранения продуктов, но и способствует улучшению общего состояния здоровья. Виноделие. Фрукты, такие как виноград, часто приобретают пурпурный оттенок, что затрудняет их долговременное хранение. Однако существует несколько способов предотвратить их порчу. Один из самых популярных методов – виноделие, которое позволяет сохранить вкусный виноград на долгие годы. После того, как собран урожай, важно тщательно вымыть виноград и переработать его в сусло. Необходимо отделить его от гроздей и выжать сок. Затем оставьте сусло на некоторое время, чтобы оно начало бродить. Обычно этот процесс длится от 6 до 12 часов. Для ускорения процесса можно добавить небольшое количество дрожжей. Брожение продолжается до тех пор, пока весь сахар в сусле не превратится в спирт. Если хранить готовое вино в прохладном месте, оно будет сохраняться на протяжении многих лет. Сушка. Сушка – это один из самых простых и наименее трудоемких способов сохранения продуктов. Этот метод снижает уровень влаги в пище, что делает ее легче и удобнее для хранения. Сушку можно сочетать с другими методами консервирования, такими как замораживание или маринование. Процесс сушки не только прост и безопасен, но и помогает сохранить вкус и питательную ценность продуктов, поскольку единственное, что теряется, это влага. Сушеные продукты являются отличным источником быстрой энергии. Для роста большинства бактерий и плесени необходима влага. Сушка замедляет деятельность ферментов, не уничтожая их полностью, и извлекает воду из таких продуктов, как фрукты, овощи и мясо. Это помогает значительно увеличить срок хранения и предотвратить их быструю порчу. Существует несколько методов сушки продуктов, но наиболее распространенным является использование природных факторов – солнца и ветра. Все, что нужно, это подготовить продукты и оставить их под солнцем, чтобы они высохли естественным образом. Оптимальным временем для этого является теплый и сухой день, когда солнце светит на протяжении всего дня. Вяление. Соль – это традиционное средство для консервирования продуктов, использующееся на протяжении многих лет. Она предотвращает рост бактерий и помогает смягчить овощи, придавая им характерную текстуру.
Вяление – это метод сохранения продуктов, который эффективно предотвращает их порчу. Поскольку большинство микроорганизмов не выживают в среде с концентрацией соли выше 10%, этот метод особенно подходит для мяса. Метод вяления можно применить к рыбе или мясу через копчение, соление или использование рассола, в котором продукты вымачиваются. Засолка – это самый простой и доступный способ вяления продуктов, особенно тех, которые быстро портятся и содержат много белка. Этот процесс позволяет значительно продлить срок хранения мяса от его сбора до потребления. Для этого нужно натереть мясо солью и поместить его в герметичную емкость, где оно будет храниться при невысокой температуре. Соль не уничтожает все бактерии, но ограничивает их активность, создавая условия для умеренного брожения, что делает продукты более вкусными. В результате мясо становится более нежным, так как соль разрушает белки в мышечных тканях. Брайнинг. Этот метод схож с вялением, но отличается тем, что предполагает вымачивание мяса в растворе, состоящем из соли и воды, что напоминает процесс маринования перед приготовлением. Если вспомнить физику, то в рассоле происходит процесс диффузии, когда соль проникает в волокна мяса. Соляной раствор имеет более высокую плотность, чем вода, содержащаяся в продукте, и за счет этого продукт впитывает соль и влагу, что придает ему соленый вкус. Обработка мясных, рыбных продуктов и птицы в рассоле позволяет хранить их долго, а также обогатить вкус. Однако у этого метода есть один минус. Перед тем, как приготовить мясо на огне, его нужно замочить в чистой воде, чтобы избавиться от излишков соли и сделать его более приятным для употребления. Оливковое масло. Очень давно, еще до того, как стали использовать современные методы консервирования, нашли способ хранить такие продукты, как овощи, рыба, мясо и сыр, погружая их в оливковое масло. Это масло обладает отличными антисептическими свойствами, что помогает дезинфицировать продукты и продлить их срок хранения. Оливковое масло служит натуральным консервантом, создавая защитную пленку, которая препятствует попаданию воздуха и таким образом замедляет процесс порчи. Такой способ хранения сохраняет вкус и полезные качества продуктов на длительное время. Копчение. Копчение – да, это древний метод хранения продуктов, который использовался с самых древних времен. Этот способ не требует электричества и остается популярным по сей день благодаря своей эффективности и простоте. Для этого процесса необходимо достаточно места на свежем воздухе и специальное оборудование. Коптильня, которая поможет вам сохранить мясо в больших количествах. В процессе копчения мясо можно ароматизировать, натирая его смесью соли, специй и перца. Также особый вкус мясу придает древесина, которая используется для копчения. Важно готовить мясо до состояния, напоминающего вяленое, чтобы оно не теряло свой вкус и оставалось безопасным для употребления. Основная цель копчения – удалить как можно больше влаги, так как избыточная влага способствует размножению бактерий, которые вызывают порчу продуктов. Сушильные и антибактериальные свойства дыма позволяют значительно продлить срок хранения продуктов, делая процесс копчения не только практичным, но и эффективным методом сохранения пищи на долгое время. Сыроделие. Если требуется сохранить молоко на длительный срок, сыроделие – это один из лучших методов. Этот процесс превращает молоко в сыр, который значительно отличается от исходного продукта, но обладает уникальными вкусовыми качествами. Изготовление сыра – длительный и сложный процесс, включающий использование ферментов, бактерий и природных кислот, которые помогают преобразовать молочные белки и жиры в твердую форму. Одним из важнейших этапов является добавление молочно-кислых бактерий, которые превращают лактозу, молочный сахар, в молочную кислоту. Это способствует образованию творога, в то время как ферменты помогают превращать белки молока в казеин, который является основой сыра. Казеин содержит кальций и жиры, что дает сыру питательную ценность. Процесс сыроделия помогает отделить из молока воду, которая может вызвать порчу. Таким образом, питательные вещества, белки, кальций, жиры и другие сохраняются в готовом продукте. В результате сыр может храниться несколько месяцев или даже лет, сохраняя свои вкусовые и питательные свойства. Как видите, многие методы хранения продуктов, которые используют меннониты, вполне могут применяться абсолютно всеми людьми. И, кстати, в США товары, которые изготавливают представители этой общины, продаются очень дорого, но при этом имеют огромный спрос, так как качество высочайшего класса.